Прошло 2 декады осеннего месяца, но уже середина сентября стоит холодная, прохладная, дождливая погода. В связи с этим я бы хотел в своем видео поднять 2 вопроса. Стоит ли утеплять семьи или все же снять утепление и оставить один холстик? Это связано вот с такой погодой, сентябрьской такой погодой. Второй вопрос, который мы рассмотрим: как распределили корм в гнезде пчелы, какой корм пойдет пчелам и употреблять они будут зимой, какой корм останется пчелам на весну. Это тоже важный вопрос. Это связано с тем, что многие пчеловоды имеют ульи с додановской рамкой. Что вы думаете по этому вопросу? Высказывайте свое мнение. Ваша активность поможет развитию моего канала. Не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь. Поехали! Добрый день, уважаемые пчеловоды! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 20 сентября. Но стоит прохладная погода, холодно, можно сказать. Идут дожди, сентябрь необычный. Ну, я надеюсь, что вы подкормили своих пчелок, наполнили кормами свои семьи, и они успешно перезимуют. Но у нас вопрос стоит такой. Пчеловоды мне задают: Владимир Васильевич, стоит ли утеплять их? Нужно ли утеплять эти семьи сейчас уже начинать? Или все же минимальное утепление с целью того, чтобы как-то снизить яйцекладку матки? Вот сейчас я вам покажу, как я буду утеплять, и объясню почему. У меня стоят кормушки, я уже подкормил, плохая погода была, но кормить нужно, подкармливать семьи обязательно. Поэтому сейчас я вам покажу, как я снимаю и как я утепляю. Ну вот на примере этой семьи. Значит, вот у меня утепление было. Для того, чтобы сироп не было холодно, утепление было на кормушках. Если днем потепление было и сироп согревался. Значит, снимаем мы утепление. И вот такая у меня кормушка. Уже сиропа здесь нет, только осы. Только осы. Значит, я поднимаю. Вот посмотрите. Видите, пчелки сидят. У меня тут планочка уже. Пчелки сидят. Я тихонечко вот так прикрываю. И вот я утепление кладу. Видите, тоже утепление. Утепление у меня получается хорошее. В этом году нужно утеплять очень хорошо. Утепление полностью, и шахту я перекрываю. Полностью гнездо закрытое, утепляю хорошо. Почему? С чем это связано? Это связано с тем, что корм они взяли, жидкий корм, но его нужно еще переработать, этот корм. Сложить в рам так, возможно, где-то еще есть расплод, как я говорил, в середине гнезда оставляли яйца. Если были, значит, там в небольшом количестве может расплод быть в середине рам, в середине гнезда. Поэтому они сироп так разносили, чтобы создать ложе для клуба, распределяли. Но и этот корм залит в ячейки, он должен быть закрыт, запечатан. На это нужно время. Правильно, вы подскажете правильно, что нужно еще немножко подкормить, может дать сиропу. Это верно. Если такая возможность есть, дайте еще немножко по небольшому количеству сиропа. Через день по 200 грамм. Если большими порциями закармливали, то потом можно дня 2-3 дать небольшими порциями, по 200 грамм через день. Тогда они будут употреблять этот корм, и они потихоньку будут запечатывать. И утепление нужно для того, чтобы тепло создалось гнездо, чтобы гнездо было утепленное. Все-таки эти работы нужно им проводить, запечатать ячейки. Еще корм нужно распределить правильно. Для этого нужно им тепло. И вот поэтому нужно оставить гнезда утепленные. Я вам об этом говорю и предупреждаю. Потом, когда уже наступит тепло, тогда можно уже снять это утепление и оставить, допустим, там один холстик. Это после того, как уже потеплеет. Второй вопрос.
который я бы хотел бы рассмотреть, это как они распределяют корм. Мы этот вопрос немножко затрагивали. Распределяют они так, чтобы осталось место в середине гнезда, ложе для клуба. Этот мед будет так распределяться. Если вы оставляли рамки с медом, верхняя часть рамки есть мед, а сироп они уже будут складывать ниже этих запасов медовых, ниже меда. И будут распределять сахарный сироп так, чтобы образовалась ложа для клуба. Что в первую очередь они будут употреблять, какой корм зимой? Ну, вы скажете, ну, в первую очередь, конечно, сахарный сироп, он же лежит ниже меда. Значит, они будут его есть, а мед останется уже к весне. С одной стороны, верно, правильно, но вы подумайте, а как располагается клуб в гнезде на рамах? Как он располагается? Если у вас улей с додановской рамкой, то, естественно, клуб будет располагаться около литка и с краю рамок, с краю гнезда. То есть клуб будет занимать не полностью рамку на 435 миллиметров рамка. Такого клуб не может образоваться, значит, он будет образоваться с краю рамок и около передней стенки, около литка. И будет поедать этот корм, который вот будет занимать этот клуб. И будет этот клуб передвигаться вверх по мере поедания этого корма. И где-то к концу зимы он съест этот корм, уже может появиться расплод, и он будет передвигаться в сторону, к рамкам, в сторону там, где мед не тронут. Но там у нас мед сверху, а внизу сахарный мед. Поэтому к весне пчелы начнут уже употреблять мед сахарный и мед натуральный. То есть получается, что детку будут кормить медом натуральным и сахарным медом. Если взять узковысокую рамку, вот у меня узкая высокая рамка, то они сахарный сироп складируют ниже меда, и клуб захватывает рамку по всей ширине 300 миллиметров. Ширина рамки. Она употребляет по всей ширине, то есть полностью они этот мед употребляют. И подходит к весне к меду, к натуральному меду. И уже этот натуральный мед уже кормят детку, выращивают расплод на натуральном меде, и расплод здоровый. Вот поэтому, почему и зимовка проходит на такой рамке узковысокой благополучно, и весной развивается семья хорошо, и пчелы не болеют. Ну вот, а уже на додановской рамке вот здесь есть некоторые такие неудобства для пчеловода. А что сделать в таком случае пчеловоду? Ну, если у него улей на додановскую рамку, значит, нужно оставлять натуральный мед или же подкармливать, добавлять мед в сироп, сахарный сироп, то есть делать сыту вместе с сахарным сиропом. Вот эти вопросы я сегодня хотел рассмотреть. Не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорой встречи!